Чем отличается лысуха, гоголь и хохлатая чернеть. Что-то извне навязало мне, что я должна выпрыгивать из штанов. Это поломало все на очень много лет, гасить свои новые интересы и погружаться в чувство вины за то, что оставил старые. Привет! Как-то так получилось, что с последнего видео на этом канале уже прошло полгода, и уже наступила прекрасная зимняя пора. А сегодня я хотела бы поговорить о теме, которая для меня на данный момент очень актуальна, и на самом деле она была актуальна для меня всегда. И эта тема так называемые специнтересы. И хотя сначала я хотела побурчать на тему того, что само название «специальные интересы» мне кажется несколько неуместным, поскольку суть этого явления не в специальности интересов, а в их интенсивности и зацикленности на них. Но по сути это скорее пришло к нам из английского языка, где special — это скорее не специальный, а особенный. И это уже гораздо больше вяжется с самим этим явлением. И для новых людей на этом канале я хотела бы быстро прояснить, что мне диагноз расстройства аутистического спектра поставили, когда мне было 29 лет, и это было уже какое-то время назад. А в целом за это время мне диагноз подтверждали еще 3 специалистов, если вдруг кому-то это важно. Я думаю, что лучшей темы, чем специнтересы для аутичного человека, нету. И я бы с радостью сейчас хотела расплыться в своем интересе, но все-таки я хотела бы постараться затронуть эту тему в целом. И, как всегда, эту тему я буду раскрывать на основе собственного опыта и том, как это у меня. Вообще, на мой взгляд, это наивысший дар, и я всегда осознавала и замечала, что во все периоды моей жизни у меня всегда был какое-то помешательство на чем-то, что превращало мою жизнь в некое увлекательное приключение. И в целом я никогда особо не понимала такого явления, как скука или незнание, чем себя занять в свободное время. Вообще, конечно, у этого есть и обратная сторона в виде того, что голова постоянно занята этими фиксациями, и бывает просто ужасно сложно сосредотачиваться на вещах, которые с этими фиксациями не связаны. Это порождало и порождает довольно много проблем в жизни, но когда я узнала о расстройстве аутистического спектра и этом явлении, я начала более структурированно осознавать природу этого явления и то, какую роль и значение оно имеет в жизни аутичного человека. А именно, что очень важно не гасить эту тягу к интересам, посвящать ей время и не ругать себя, если вдруг вы снова застали себя за тем, что потратили слишком много времени на это. Эти интересы одновременно являются способом саморегуляции, мы находим в них комфорт, и они очень для нас важны. В свою очередь, это может быть довольно надоедливо и отталкивающе для окружающих людей, потому что зачастую это чуть ли не единственные темы, о которых мы можем и хотим говорить. А темы эти зачастую очень узкие и далеко не всегда универсальные. Например, мне кажется очень интересным рассказать кому-нибудь о том, чем отличается лысуха, гоголь и хохлатая чернеть, или рассказать о сложностях отличить друг от друга чижа, канареечного вьюрка, овсянку и зеленушку. И я все еще не теряю надежды в них разобраться. Для меня было очень важно понять, что очень плохой идеей является гасить свои новые интересы и погружаться в чувство вины за то, что оставил старые. Хотя у меня до сих пор с этим некоторые проблемы. Я очень долгое время жила с еще одним навязанным убеждением, что мы должны выбрать какое-то одно дело жизни, которому мы будем посвящать все свое время, всю свою жизнь, а заниматься какими-то разными вещами в жизни и распыляться на разные вещи в жизни — это как будто не классно. А классно достичь божественного уровня в чем-то одном. И да, это, наверное, классно для кого-то, кто так устроен, но не для меня. По крайней мере, у меня так еще не получалось. Поэтому в течение жизни я погружалась в множество разных тем и занятий. И даже когда уже казалось, что я попробовала все, что мне могло быть интересно, вдруг из ниоткуда возникал какой-то новый интерес, абсолютно неожиданно, который вновь поглощал меня.
И, как правило, даже сложно понять, откуда эти интересы берутся и почему до этих пор они не вызывали никакого интереса раньше. В общем, можете представить, насколько опустошающе это ощущалось, когда я вдруг потеряла эту былую способность к фиксации, потеряла ее в результате усугубления депрессии и приема антидепрессантов. Сейчас, когда я уже прошла терапию и фармакотерапию и вернулась в свое лучшее состояние, ура, я обрела это все с новой силой назад. И я думаю, что этот разговор сегодня — это один из способов это отпраздновать. Вообще, раньше было принято считать по всем этим устаревшим тестам для мальчиков, что специнтерес бывает один и на всю жизнь, но для каждого аутичного человека это индивидуально. Например, для меня это совсем не так, и обычно мои интересы длятся по несколько лет, после чего я в любой момент могу полностью потерять к ним интерес и переключиться на что-то абсолютно иное. Притом новый интерес может возникнуть настолько из ниоткуда и рандомно, как, например, из последнего. Мой разум вдруг решил, что теперь мы обожаем птиц, хотим все о них знать и их фотографировать. Хотя раньше у меня вообще не возникало никакой такой тяги к птицам. Вроде бы в фильме «Мисс Перегрин» был отец главного героя, орнитолог, который отправился на побережье, чтобы наблюдать за птицами, и я помню, что тогда для меня это показалось чем-то непонятным, странным и, возможно, даже немножко смешным. А теперь внезапно этот человек — я. Хотя, если подумать, то, учитывая мою любовь к животным, которая тянется с детства, и мою любовь к природе, лесам, это вполне себе логично вытекающий итог. Мне просто вдруг стало очень интересно увидеть всех этих невидимых существ, которые постоянно находятся вокруг нас, мы их слышим, но зачастую вообще не представляем, как они выглядят. И как оказалось, их настолько много здесь, самых разных, и даже в городе живут не только воробьи, вороны и голуби, но также зарянки, ястребы, горехвостки, пеночки, зяблики и много еще кого невидимого ранее. Мне это кажется абсолютно удивительным, и каждая встреча с какой-то новой птичкой меня всегда приводит в восторг, да и со старыми птичками тоже. Еще оказалось, что я раньше даже не замечала, что вокруг нас живут синицы двух видов, лазоревки, синие синицы и большие синицы, а воробьи также летают вместе двух видов, домовые и полевые. Я не знаю, радует ли этот факт вас, но меня очень-очень радует. Ладно, в общем, это мой обсессион с весны этого года. Я купила себе телеобъектив и хожу на фотоохоты на птиц. У меня, кстати, есть видео об этом на моем англоязычном канале. Мне кажется, оно вышло весьма симпатичным, поэтому я оставлю ссылку на экране где-нибудь и в описании. Если вдруг вам будет интересно, можете посмотреть. Фотографии я в основном публикую пока что у себя на Patreon и Boosty. И в целом я там показываю какие-то актуальные вещи, картины, рисунки, делюсь какими-то актуальными новостями, мыслями, и если захотите, присоединяйтесь. Кстати, если вам вдруг будет интересно что-то еще от меня посмотреть, то на том же втором англоязычном канале у меня не так давно вышло новое видео, дневник из Норвегии, и оно на русском, и если что, я тоже оставлю ссылку на экране и в описании. Что я хотела еще рассказать по интересам, это то, что я думаю, что моим самым долговременным интересом, который тянется из детства, всегда были животные. Мне было всегда интересно все, что с ними связано, и в детстве это были кошачьи, в особенности львы. Я была помешана на львах и на мультфильме «Король лев». Также можно подумать, что рисование могло быть тоже моим специнтересом, но на самом деле нет, и это тоже было для меня очень важное открытие. То, что рисование я скорее использовала как способ погрузиться в свои интересы. И всегда я больше всего любила рисовать то, что мне было интересно в тот конкретный момент. Я уже сейчас это понимаю и очень сильно ощущаю, и испытываю максимум мотивации, рисую разные лесные сюжеты, животных, птиц,
осень, грибы и так далее. И я как будто наконец-то нашла эту очень важную для меня гармонию и направление. И вот так вот я в детстве очень много рисовала сначала львов, потом котов, потом лошадей, потом персонажей из Lineage и так далее. А потом что-то извне навязало мне, что я должна выпрыгивать из штанов, и это поломало все на очень много лет и все испортило. Но сейчас все снова хорошо. В общем, за мою жизнь у меня было очень много сменяющих друг друга интересов, и порой это даже влияло на редкие отношения с людьми, поскольку я слишком много иногда говорила об этих вещах. И в основном я думаю, что я могу выделить из всего это, конечно, львы сначала, потом, пожалуй, это была игра Lineage, потом музыка. И, кстати, я до сих пор играю в группе с своим мужем, я вокалистка. И, кстати, тоже у нас недавно вышел новый клип, и я оставлю ссылку на него тоже где-нибудь на экране и в описании. Если вдруг вам будет интересно, можете посмотреть. Очень много лет я была погружена в тему еды, питания, особенно веганского. Я интересовалась всеми питательными компонентами разных продуктов и так далее. После этого, пожалуй, мой гиперфокус сменился на longboard dancing. Это было безумие. Я по 3-4 часа без остановки каталась на нем, учила новые трюки, движения и так далее. И я ходила зимой в морозы, как только таял снег и вдруг образовывался сухой асфальт, я сразу же шла и продолжала учить все эти шаги. И да, было весело. А потом вдруг раз, и я к этому охладела. Хотя сейчас я стараюсь ходить хотя бы пару раз в год, чтобы просто повторять навык и его не терять. Обидно все-таки. Многому научилась. После этого я загорелась фигурным катанием, но, к сожалению, это выпало на не очень удачный момент ковида. И тогда начались проблемы с тем, что закрывали катки на карантин и так далее. Локдаун. И особо не было возможности как-то регулярно этот навык прокачивать. И я какое-то время боролась, ходила даже на озера зимой, когда они замерзали. И это, кстати, одна из самых, наверное, прекрасных вещей, которые мне принесло фигурное катание в целом. Потому что кататься зимой в тишине леса на озере — это просто... Я очень советую. И, кстати, когда я узнала о расстройстве аутистического спектра, это тоже на пару лет точно стало моим специнтересом. Я очень сильно углублялась в эту тему, читала, старалась найти максимум информации, что было возможно на тот момент, хотя сейчас ее стало гораздо больше, даже книг написано. На тот момент были только несколько англоязычных книг, и всех я их прочитала. Но для меня эта тема была интересна не как отдельная тема, а как инструмент, который позволял мне лучше понять и изучить саму себя. Немножко жаль, что я начала вести этот канал уже на закате своей гиперфиксации на этой теме. Мне сложно делать вид, что мне до сих пор интересно говорить об этом. Все, что я могла о себе, я уже узнала, изучила, сделала выводы. А сам аутизм как отдельная от меня тема мне, наверное, не очень интересен. У меня вырубилась камера и как-то потемнело, но я продолжу. В общем-то, психологическими темами я интересовалась и до этого, но, опять же, мне были интересны только те темы, которые я находила актуальными и применимыми только те темы, которые я находила актуальными и применимыми именно для моей жизни, или в которых я могла найти что-то полезное, и лучше разобраться в каких-то состояниях и их механике. Я перечислила какие-то более длительные интересы в своей жизни,
Но на самом деле их было гораздо-гораздо больше, и каждый раз мне казалось, что вот оно, дело всей моей жизни. Но я думаю, что это что-то уже, все эти гиперфиксации, это что-то больше из области СДВГ. Вот, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вы хорошо провели здесь со мной время за просмотром этого видео. Если вам вдруг хочется больше каких-то контентов от меня, то я оставлю все платные и бесплатные варианты в описании. Как правило, я появляюсь там достаточно регулярно, с разной периодичностью на разных платформах, так что да, еще раз спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока. Кстати, в каком-то прошлом году купила такой вот шарик с птичкой новогодний. И тогда я еще не знала, что я увлекусь птичками. Это похоже на красногрудую мухоловку, но я, честно говоря, так и не поняла, кто это. А вам нравятся птички? Напишите об этом в комментариях, пускай там будет хоть что-то хорошее, если вы понимаете, о чем я.